готовая. На полу уже выложен кафель и за ванной кафель. Теперь необходимо сделать здесь щит гипсокартоновый для того, чтобы в дальнейшем обшить его кафелем. Для этого необходимо взять уровень, приложить его к краю ванны и отмерить строгую вертикаль на пол. Рисуем на полу метку с одной и с другой стороны ванны. Затем с помощью рулетки отмеряем 3 сантиметра внутрь и ставим отметку. Почему 3 сантиметра? Потому что у меня толщина гипсокартона 1,6 сантиметра, толщина кафеля будет 0,8 миллиметра и толщина шва примерно 0,5 миллиметра будет плиточного клея. Поэтому в общей сложности выходит 3 сантиметра. Делаем 3 сантиметра меньше для того, чтобы каркас затем был обшит под самый срез ванны. Теперь рисуем линию от края до края ванны с помощью или правила, или какой-нибудь ровной рейки. Можно применять по профилю D или CD. После этого необходимо определиться с нишей для ног, которая будет по центру ванны строго. Находим центр ванны с помощью рулетки и делаем разметку шириной 40 сантиметров и глубиной 10 сантиметров, для того, чтобы ноги не мешали умываться в ванной. Длина ванны 150 сантиметров, центр 75. Отмеряем его на полу с помощью отвеса или уровня. И от этого центра отмечаем по 20 сантиметров в каждую сторону. Вот силуэт нашей будущей ниши для ног. Теперь глубину отмеряем 13 сантиметров, учитывая толщину гипсокартона. И после этого берем профиль D, вырезаем его по длине каждой стороны и прикручиваем к полу. Теперь в профиле с помощью дрели и сверла сверлим отверстие по диаметру дюбеля. В нашем случае это 6 мм, если у вас нет отверстия еще по краям профиля. Когда отверстия просверлены, прикладываем профиль по линии, начерченной на полу, и прикручиваем. Для этого просверливаем с помощью перфоратора аккуратно кафель или же специальным перьевым сверлом для кафеля. Сначала нужно пройти кафельную часть, а затем бетонную плиту. Начинаем сверлить без ударника, чтобы не лопнул кафель. Теперь берем уровень, отмеряем, ставим на стене на боковой отметке низа бортика ванны и также с помощью уровня делаем строго вертикальную разметку от нижнего профиля вверх до отметки, которую мы нанесли на стену. Бортик в нашей ванне 3 сантиметра, что вполне достаточно, чтобы его закрыть впритык кафелем. Теперь отрезаем кусок профиля D этой длины. У нас здесь 54 сантиметра, и прикрутим его к стене.
прикручен. Необходимо с другой стороны сделать то же самое в ванной. Прикручиваем левый профиль УД. У меня есть профильное основание, поэтому я прикручивал профиль. Внизу я прикручиваю к напольному профилю УД. Он закреплен к полу, поэтому будет надежной фиксацией. Вот он прикручен. Теперь крепим верхний профиль УД с правой стороны к настенному профилю. Все, теперь необходимо взять профиль CD и выставить рейки, которые будут упорные. Замеряем расстояние от напольного и верхнего профиля УД. В нашем случае это 53,5 см. По этому размеру отрезаем профиль CD. Прикручиваем профиль CD в районе выемки для ног. С помощью блошек крутим. Я креплю двумя саморезами с двух сторон, потому что это обеспечивает устойчивость профиля от проворачивания. Прикрутив вниз с помощью уровня, выставляем профиль вертикально и прикручиваем верхнюю часть. Вот профиль закреплен. Делаем то же самое с другой стороны, ниже для ног. Установлен на свое место профиль. Теперь делаем те 40 см ванны. Такие же самые стоечные профили CD. Многие задаются вопросом, что же делать, чтобы экран не давал люфт. Если эта ванна железная, то нужно запенить по этому краю аккуратненько пенкой. Она хорошо приклеит экран к ванной. Если же ванна акриловая, то в центральной части ванны под ребром есть деревянная вклеенная вставка. С помощью небольшого маленького саморезика необходимо профиль УД прикрутить к этой деревянной вставке. И ваш экран уже никуда не денется. И в дальнейшем можно будет демонтировать ванну, не разбивая при этом экран. Вот здесь можно внизу увидеть эту деревянную вставку. Она обычно идет на наружной части ванны, но может быть и снутри. Больше таких вставок здесь нет. С помощью маленького среза по металлу, можно по дереву брать, прикручиваем аккуратно, нащупываем деревянную вставку и прикручиваем к нему профиль УД. Может быть небольшое расстояние здесь, которое необходимо подложить какую-то подкладку, чтобы он не играл, не прогнулся экран вверх. Заднюю полочку ванны оформляем с помощью профилей УД, который прикручивается к стене, и верхнего профиля УД, который идет по нижнему краю ванны. Вырезаем кусок профиля УД, вставляем в паз. Здесь ложим его в накладку. И в этом месте нужно будет еще один сделать профиль CD, для того, чтобы здесь была большая жесткость. Переприкручиваем профиля вместе. Вот здесь есть жесткая полочка. Для большей жесткости можно внизу присверлить еще к стене и прикрутить к краешку ванны, чтобы не было прогиба. Или сделать внизу еще одну стоечку. Устанавливаем дополнительный вертикальный профиль CD в это место. Это очень нужно для того, чтобы была дополнительная жесткость верхней полочки. Фиксируем саморезами.
Эта часть ванной готова для обшивания гипсокартонов. Теперь необходимо сделать крепеж для лючка обслуживания, усиления с помощью профилей, и можно будет обшивать гипсокартоном оставшуюся часть. Определяемся с местоположением ветрового лючка. В данном случае у нас он будет здесь, потому что основной узел сантехнически находится на этом уровне. Делаем разметку на профиле и устанавливаем с этой стороны еще один профиль CD для крепления лючка. С другой стороны тоже можно сделать такой самый профиль CD и между ними также соединить кусочком профиля CD для лучшей жесткости. Фиксируем профиль CD-QD. Внизу и вверху. Вверху отмечаем на профиле CD местоположение верхней части лючка. Посадочное место. Вот оно. Находим горизонтальную отметку на профиле UD. И в этом месте прикручиваем профиль CD. Это будет дополнительной жесткостью для крепления люка. Измеряем лючок, как будет установлен. Строго. И горизонтали, и вертикали. Все необходимые коммуникации будут под рукой, и всегда можно будет прочистить забитый слив или заменить его. Вот так выглядит каркас для обшивания гипсокартоном ванны и труб, которые находятся тоже в ванной. Здесь нет ничего сложного. Теперь будем обшивать это все гипсокартоном. Крепим первый лист гипсокартона с левой стороны. Заранее нужно замерить расстояние до короба, чтобы потом можно было аккуратно его вырезать. Примерно 5,5 сантиметров. После этого прикручиваем лист гипсокартона к профилю. Профиль по краям прикручен. Теперь необходимо вырезать отверстие для лючка. Для этого берем нож и прокалываем в заранее отмеченном месте профиль. Теперь можно взять ножовочное полотно и, упираясь в профиль, который находится под гипсокартоном, произвести пропил. Вот отверстие, полячок вырезано. Теперь нужно с помощью ножа подрезать неровности и скосы, которые мы не до конца дорезали. Ну вот, лючок на своем месте, и можно продолжить работу дальше. После того, как зашили переднюю часть, начинаем зашивать нишу для ног. Сначала зашиваем боковые стороны, фиксируем гипсокартон к нижнему, переднему и скосому профилю УД. И то же самое делаем со второй стороной. Отрезаем
кусочек гипсокартона по размеру. Делаем боковой скос. Можно не по самой линии, потому что там есть свободное место. Вот в таком виде получилось. Немного подравниваем впереди. В таком виде гипсокартон хорошо ляжет в боковой части. И прикручиваем саморезами к профилю. И можно приступать к монтажу скосового профиля. После того, как мы сделали короб в ванной комнате, необходимо приступить к укладке кафеля. Теперь хорошенечко проверяем, как работает крючок. Он должен открываться без перекосов, плотно и хорошо прилегать к кафелю. В местах крепления лючка можно плиточным клеем намазать по периметру рамки и тем самым, приклеив плиточным клеем рамку к кафелю. После этого закрыть хорошенько лючок, взять скотч, желательно брать малярный. У меня малярного нет, поэтому приклеиваем обычным скотчем прозрачным. Плотно приклеиваем до кафеля рамку лючка, для того, чтобы не было просвета между кафелем и рамкой лючка. Хорошенько прожимаем, проглаживаем и в принципе уже готово. Обычный скотч вполне пойдет на замену бумажного. Вот так выглядит лючок. Теперь необходимо заложить проем для ног. Таким образом, здесь видно, что для ног выемка имеет достаточную глубину, швы совпадают и закрывают полностью боковую и лицевую часть. Кафель лежит плотно и красиво. Вот так получается. Низ уже заложен. Немножко скотчем подмазал. Теперь пойдем дальше.